Друзья, всем здравствуйте, всем хорошего дня, отличного настроения. В предыдущем ролике я вам показывала, как можно сделать полимерную глину и древесную пасту своими руками. Кто не видел этот видеоролик, ссылочка на этот видеоролик будет в описании под видео. Так вот, и обещала, что будем делать шкатулочки две. Одну мы сделаем с помощью молдов и древесной пасты и самодельной глины. А другую мы сделаем без молдов. Мы будем лепить красоту. То есть для украшения шкатулки, вот видите, вот у меня две шкатулочки. Это я делала из картона и украшала их с помощью декоративных элементов, которые я создавала из молдов. Закладывала в молды древесную пасту, глину самодельную и, в общем-то, получала декоративные элементы и украшала ими шкатулку. Вот. Значит, в нашем случае одну мы сделаем, украсим декоративными элементами, а другую мы будем лепить цветочки, лепесточки и украшать, то есть без помощи молдов. Сейчас я вам покажу, что нам для этого понадобится. И мы с вами приступим. Поехали! Итак, ребятушки, для создания шкатулки нам сначала понадобится каркас, то есть какая-то коробочка. У меня нет подходящей, я ее буду делать. У вас, может, какая-то есть коробка. К моим размерам не привязывайтесь. Вы можете сделать и по моим размерам, а можете сделать из коробки, которая у вас есть и которая вам подходит. Вот. Для создания каркаса, значит, я буду использовать картон, гофрокартон. У меня толщина 3 мм картона. Сначала я вырезала дно. Вот размер моего дна 21 на 13. Затем вырезала две части, передняя и задняя боковинки. Высота у боковинок 9 сантиметров. А вот ширина 21,6. С учетом того, что у нас толщина нашего гофрокартона у меня 3 мм. То есть я взяла с запасом по 3 мм с каждой стороны. 21,6. Приклеиваться будет вот таким образом. Передняя часть, задняя часть и боковинки. Боковинки 13 сантиметров по ширине и 9 высота. Вот так вот будет приклеиваться. Вот таким образом. Приклеивать буду на клей пистолет. Вот у меня. Кто-то может на столярный клей ПВА. Но мне нравится с пистолетом работать. Он быстренько все это оп и держит. Давайте. Сейчас я вам поближе покажу все размеры. А потом продолжим. Ну что, начинаем склеивать нашу коробочку. Значит, сначала переднюю часть и боковую склеим. Приклеиваем так, чтобы по 3 мм с каждой стороны у нас оставалось. Сейчас покажу. С этой стороны 3 мм и с этой 3 мм.
Все, ребятушки, вот так легко и просто у нас получился каркас. Вот такая коробочка. Приклеили. Зафиксирую здесь, подстрахуюсь этим скотчем малярным. Просто по углам залеплю, так, чтобы углы не гуляли, а держались. Со всех 4 сторон. Ну что, мои хорошие, коробочка сделана. Теперь нам с вами нужно будет сделать бока. Вот я уже одну коробочку сделала. Вот эти пухлые бочки мы сейчас с вами будем делать. Сначала создадим шаблон. Расскажу сейчас все. К моим размерам не привязывайтесь. У вас свои размеры. К своим размерам вы будете также прибавлять то, что я вам скажу. Наша высота 9 сантиметров. У вас может быть другая. Вот к своей высоте прибавляйте 1,5 сантиметра. Вот отсюда мы вниз сейчас пойдем. У меня 9 плюс 1,5 сантиметра, 10,5. Это для того, чтобы создать объем. Вот сюда отмеряю 10,5. Вот так. Еще не обязательно делать шаблон на всю длину наших сторон. Можно сделать половинку. Вот у меня 21,6, ровно половину сейчас отмеряю и сделаю шаблон наполовину. А потом просто буду прикладывать в одну сторону и в другую и отрисовывать уже детальку. Значит, 10,5 мы с вами отмерили. Теперь у нас что получается? 21,6 пополам 10,8. Отмеряем здесь 10,8. Вот что у нас с вами получилось. По высоте 10,5. К высоте к нашей мы прибавили 1,5 сантиметра. Я к своей, вы к своей высоте прибавляете. Здесь у нас половина нашей стороны шкатулки. В моем случае это 10,8. Так, теперь вот эту высоту 10,5 делим пополам. 5,2 где-то у меня получается. Проводим вот так линию. Вот что у нас с вами получилось. Теперь от этой половинки сюда отмеряем 2 сантиметра. И сюда вниз 1 сантиметр. Для чего, объясню. Этот 1 сантиметр у нас пойдет на подгиб сюда, к дну. Вот. Так, 1 сантиметр. Дальше. Теперь вот смотрите. Вот здесь мы рисуем вот так вот полукруг такой. Вот так вот. Все, теперь вот это все мы с вами вырезаем. Вот такой шаблончик у нас получился. Теперь смотрите, как мы будем. Вот половиночка. Здесь у нас на подгиб пойдет. А эту часть верха мы вот так вот приклеим. Вот. Я бока буду делать из переплетного картона. Можно сделать еще из тонкого картона, вот такого гофрокартона, но самая максимальная толщина у картона, ну, не более 1 миллиметра. Почему? Потому что толстый, вот здесь у нас 3 миллиметра толщина у картона. Если мы будем делать и бока 3 миллиметра картоном, они будут грубые и будет некрасиво. Поэтому на бока, именно на вот эти части, мы делаем тонкий картон. Либо переплетный, либо вот такой вот гофра, но тонкий.
И режем мы заготовки для боков на гофрокартоне, чтобы полоски были вдоль, не поперек, а вдоль. То есть вот мы будем вот так вот прикладывать наш шаблончик, приложили, отрисовали, перевернули, отрисовали. И у нас получается полностью деталька. Полосочки вдоль. Это в том случае, если вы делаете из гофрокартона. Из переплетного картона, вот я уже вырезала заготовки. На переплетном картоне тоже смотрим. Берем лист картона и смотрим, в какую сторону он лучше сгибается. В моем случае сгибался, там волокна вдоль и поперек тоже идут. Вы почувствуете ручками, где лучше сгибается картон, в каком направлении. Вот так и будете вырезать. Вот если вы взяли в руки, он у вас вот так вот хорошо сгибается. Также прикладываете вот на картон, отрисовали, перевернули, отрисовали. Именно там, где он лучше сгибается, в какую сторону лучше гнется. Показываю, ребят, вам поближе деталька для бока из гофрокартона. Вот я ее нарисовала, вырезала. И вот вдоль этих полосочек я аккуратненько, не полностью прорезая, прорезая только верхний слой, прорезала вот так вот. И вот что у меня получилось. Теперь она легко сгибается. Вот, вот такая, видите, получилась. Вот. Если мы делаем из переплетного, вот я вырезала детальку. Далее я ее сбрызгиваю водой, даю немного полежать. И потом постепенно вот так вот выгибаю, чтобы она полукруглую форму приняла. Постепенно, чтобы не сломать, вот потихонечку, потихоньку я ее выгибаю. И так я проделываю со всеми детальками, выгибаю их. Все, детали выгнула, пока они еще влажные. Я начинаю их приклеивать. Работать буду с клеем-пистолетом, вот с таким вот. Начинаем приклеивать сначала переднюю и заднюю часть. На низ, там, где мы отмеряли с вами сантиметр. Затем на верхнюю часть, прям вот по каемочке. Наношу также клей. Примеряю, давайте посмотрим вот тут теперь. Начнем с боковой части. Продолжим, вернее. Обратите внимание, как я низ подрезала. Вот так вот под углом. Выравниваю бока и приклеиваю. Можно здесь немножечко клея добавить. Показываю, что у нас получается. Вот два бока мы приклеили. Вот так. Теперь также приклеиваем эту часть и эту часть. По углам подгоняем. Не ждите, что вы приклеили и у вас все идеально легло. Нет, все нужно подгонять. То есть также наносим клей, приклеиваем нижнюю часть, верхнюю здесь подгоняем, смотрим по углам. Все, ребятушки, приклеила со всех 4 сторон. Не думайте, что у меня все это склеилось прям идеально. Нет, где-то подгоняла. Все это
Не показывают, к сожалению, на других роликах, что есть косяки, но они есть, и будьте к этому готовы. Вот где-то тут вот осталось, допустим, неровно. Я это просто срежу ножницами. Вот таким образом. Не будет идеальной прям подгонки. Картон гуляет, поэтому вот даже то, что вы вырезали по шаблону и приклеиваете все 4 стороны, все равно будут косяки. Все. Где-то тут заливала клей, стягивала углы. То есть ничего страшного, мы все это выровняем. Вот готов наш каркасик. Теперь у нас следующий шаг. Всю эту конструкцию мы с вами будем обклеивать либо кусочками газеты, либо кусочками верхнего слоя картона. Я это покажу. Но перед тем, как мы начнем обклеивать, мы прозалачим всю нашу конструкцию. Для чего? Для того, чтобы она у нас потом, когда начнем обклеивать газетой и клеем ПВА, не деформировалась. Потому что при намокании картон деформируется. Если сейчас мы его защитим лаком, то картон не даст деформации. У меня вот такой вот лак акриловый. У вас может быть какой-то другой акриловый. Просто беру и промазываю полностью все вот так вот акриловым лаком. Только наружную часть. И дно сделаем также. Излишки лака сразу подбираем кисточкой. Все, пускай сохнет. Высохнет, затем поедем дальше. Ну что, мои хорошие, двигаемся дальше. Каркас наш готов. Теперь нам надо будет его обклеить. Можно обклеить кусочками газеты. Я буду обклеивать кусочками от картона. Верхний слой картона вот я снимала. И вот им я буду обклеивать. А теперь я вам хочу показать для меня, лично для меня, троечку клеев ПВА, с которыми мне комфортно работать. Первый это вот такой вот White House. Второй ПВА вот такой супер. И третий Tide Bond. Он еще синий бывает. Эти клеи очень хорошо клеят дерево, намертво склеивают. Этот тоже. С этим клеем, с деревом я не работала, но с него очень хорошо получается самодельная глина, либо холодный фарфор. Замечательный. С холодным фарфором это самый лучший клей для холодного фарфора. Кто не знает, что такое холодный фарфор, загуглите. В интернете очень много есть пояснение, что такое холодный фарфор и как с ним работать. Для холодного фарфора, для меня, это самый лучший клей. Сегодня я буду работать вот с этим клеем. Я налила его в мисочку, разбавила водой. И вот он такой вот жиденький у меня. И сейчас я буду обклеивать нашу заготовочку, уже залаченную, кусочками картона. Для меня, почему мне нравится больше работать вот с кусочками картона, почему верхний слой картона, он дает более жесткий каркас вот по поверхности, чем газета. Ну, это мое мнение. Теперь смотрите, перед использованием вот этой бумаги от картона, верхний слой, я его пробрызгиваю. Он становится мягкий, податливый. Просто на кусочки рву. Вот так вот. В произвольном порядке. Вот так. Далее.
смачиваю клеем поверхность и просто наклеиваю. Вот таким образом. Это то же самое, что мы с вами делали вот в серванте, когда делали подставочку между верхней частью и нижней. Если кто не видел, как я это делала, ссылочка на этот мастер-класс я оставлю в описании под видео. Посмотрите, пожалуйста, вам там будет интересно и более понятно. Здесь я быстренько пробегусь, потому что хочу оставить больше времени для показа, как мы будем оформлять шкатулки. Сначала мы обклеиваем бока полностью. Мы с вами залачили поверхность, поэтому не боимся. Спокойно клеим, смачиваем, клеим поверхность. Лак, которым мы покрыли нашу заготовку, не даст пропитаться клею в картон, тем самым деформируя картон. Наш картон сейчас защищен. Сейчас со всех 4 сторон я обклею наши углы, а затем перейду постепенно на все 4 стороны. И также буду постепенно обклеивать наши стороны все. Чуть-чуть накладывая друг на друга вот бумагу. Думаю, здесь все понятно. То есть постепенно мы обклеиваем все стороны нашей шкатулочки вот бумагой либо газетой. Затем даем высохнуть. Ну что, ребят, все, вот обклеила, все высохло. Вот что у нас получилось. Вот такая вот очень жесткая, такая крепкая. Вот такой вот эффект дает верхний слой от картона, вот бумагой, которую я обклеивала. Почему мне и нравится с ней работать. Так, следующий наш шаг. Мы будем покрывать нашу заготовку шпаклевкой. Вот у меня вот такая ВГТ акриловая универсальная. Беру мастихинчик и начинаю вот просто прошпаклевывать. Средним слоем, толстым слоем не нужно. Нам надо вот покрыть вот эти перепады все от бумаги. Шпаклюем по всем 4 сторонам, потом дадим высохнуть, затем пошкурим. Ну что, мои хорошие, все. Отшпаклевала, шпаклевка высохла. Теперь нам надо все это сгладить. Сделать это можно 2 способами. Либо наждачкой 120-кой. Тут вот я начала шкурить, а потом вспомнила другой вариант, более беспыльный. То есть вот смотрите, либо берем наждачку и наждачкой все это шоркаем, либо, если не хотите пылить, губку для мытья посуды, обычную воду, смачиваем губку, отжимаем и начинаем потихонечку, вот здесь я уже начала, вот так, как будто трем, моем. Не сильно мокрой губкой, но и не сильно сухой, такой, половина влажной, скажем. И вот так вот потихонечку начинаем сглаживать.
И тогда у нас получается и без пыли. Ничего мы не пачкаем дома, не пылим. И гладенько. Вот так вот у нас с вами получается. Вот я сейчас именно таким способом всю шкатулочку нашу сглажу. Все, сгладила я ее полностью. Теперь нам надо ее покрасить. Одним слоем дать акриловой краской. У меня вот такая вот есть. Но буду я красить не это, она еще закрытая. У меня остатки остались от старого проекта. Я вот их и буду использовать. Они тут такие вот такого мятного цвета. Но это не важно. Вот на один слой даю акриловой краской. У вас может быть белая, может быть там другого какого цвета. У меня вот остатки есть, и ей я и буду красить. Просто на один слой даю акриловой краской. Полностью всю заготовочку. Сейчас прокрашу полностью. Дам высохнуть, а потом будем двигаться дальше. Ну что, ребятушки, высохла наша краска. Следующий шаг. Будем делать дно, закрывать вот эти все наши косячки. Значит, линейкой измеряете ширину и длину. И вырезаете, вот я вырезала из переплетного картона дно по размерам. И сейчас вот буду приклеивать его сюда на клей-пистолет. Можно и на клей-момент, можно на клей ПВА столярный. Вот это все приклеить. Но я буду на клей-пистолет приклеивать. Все, дно наше готово, приклеено. Едем дальше. Теперь будем прятать вот здесь косяки. Из того же переплетного картона я вырезала полоски шириной 0,7 сантиметров. 0,7 сантиметров. И по длине также вымеряла от угла до угла. У меня получилось здесь по 22 сантиметра, здесь по 14. Вот они мои полосочки по 0,7 сантиметров шириной. Теперь нам нужно отрезать углы под 45 градусов. Вот. Ребята, я примерно прям на глазочек вот так вот наискосок раз. И раз. Сейчас будем приклеивать. Готово. Вторую часть. Также под 45 градусов наискосочек. А теперь боковушечки подгоняем. Ну все, приклеила весь верх. Теперь, ребят, беру наждачку, 80-очка у меня, и все косячки вот от клея, то что, те, которые можно убрать, убираю вот таким образом. А потом просто зашкуриваю аккуратненько все, чтобы ровненько все было. Ну что, мои хорошие, едем дальше. Значит, высохла наша заготовочка вся. Вот и дно высохло, и верхушечка. Теперь будем делать крышку. Как я делала крышку? Значит, я вымеряла длину и ширину по углам, внешним углам. У меня получилось
22 на 14 по внешним углам. 22 на 14. Прибавляю по сантиметру с каждой стороны, то есть 23 на 15. И вырезаю заготовочку. Вот она у меня. 23 на 15. На сантиметр побольше. И у нас получается, что внизу с каждой стороны по полсантиметрика есть запас. Дальше я буду делать верхушечку такую вот. Теперь от этой крышки по сантиметру убираем с каждой стороны, вырезаем по своим размерам. Я по своим сделала. И вот такие две заготовочки. Значит, на низ 2 заготовки, наверх 2 заготовки. И у нас получается с каждой стороны по сантиметру. Дальше. Теперь покажу на примере этой шкатулки. Видите, у меня шкатулка. Я делаю их не на петлях. Вот так вот. Объясню сейчас почему. Делаю вот на такой нижний подиум, который будет вот держать, чтобы наша крышка туда-сюда не болталась. Вот. То есть одели и все. Почему не делаю на петлях? Ребят, у нас шкатулка из картона. И как бы там что ни говорили, как бы мы его не обклеивали, не шкурили, все равно вставлять сюда петли, ну, это дело времени, вопрос времени. То есть раз открыли, 2 открыли, а потом все эти петли к чертовой матери полетят. Поэтому, чтобы шкатулка прослужила нам дольше, сделайте вот такой вот нижний подиум, и все. И пользуйтесь на здоровье. Не надо будет вот этого геморроя, каждый раз выскакивают отсюда петли. Проверено, знаю, о чем говорю. Итак, для нижнего подиума что я сделала? Я уже вырезала 2 заготовки. Измеряем внутренние стороны. Значит, тут от угла до угла у меня получилось 20,5. А вот так у меня получилось 12,5 по внутреннему. Вот от этого угла внутреннего до вот этого. 20,5 на 12,5. Убираем от этой длины по 3 миллиметра. То есть, если тут у нас 20,5, то я сделала 20,2. Тут 12,5, сделала 12,2 и вырезала. Вот такие вот у нас получились 2 детальки. Опа, ладно, на одной покажу. Вот смотрите. Вот я ее так вот вставляю, и она у меня раз и проваливается туда. Все. Эту часть мы будем приклеивать вот сюда, на низ. Вымерять тоже все ровненько, выставлять посерединке и приклеивать. Так, теперь мы будем склеивать весь наш вот этот бутербродик. Сначала мы склеим между собой вот эти 2 детальки. Затем эти 2 детальки и эти 2 детальки. Потом, значит, положим все это под пресс. Пусть все высохнет. Приклеивать буду клеем ПВА. У меня вот такой. У вас может быть какой-то другой. Вот все 3 детальки склею между собой. А потом буду уже верхушку приклеивать, низ приклеивать и ставить все это под пресс. Поехали. Ну все, ребятушки, крышка наша высохла. Вот наш бутербродик. Примерила ее. Вот она. Теперь я ее покрою лаком. Вот, высохнет лак. И затем обклею бумагой, как и здесь мы обклеивали. Высохнет, пошпаклюю и пошкурю. И когда будет готова уже крышечка пошпаклеванная, пошкуренная, расскажу, что будем дальше делать. Дальше будем украшать. Ну что, мои хорошие, значит так. Тут у меня уже начинается творческий беспорядок. Заготовка наша сделана. Все. Пошкурила, покрасила крышечку. Вот она у нас. Закрывается все плотненько. Теперь самая интересная часть, я ее очень люблю, мы начинаем украшать все это. Но перед тем, как украшать, я немножечко сделаю предисловие.
расскажу об этой шкатулке. Вот я не хочу похожую делать, не люблю повторения. Расскажу, откуда взялась эта ящерица. Ну, может быть, кому-то интересно будет. На заметочку возьмут себе. Я в палатке, где продаются, знаете, журнальчики, газетки, там у них вот продаются вот такие вот силиконовые ящерки, крокодильчики, потом что еще у них? Еще какие-то насекомые. Ну вот я взяла вот такую ящерицу, типа Союз Печать, вот такие палаточки. Вот. Затем я ее пробрызгала вот такой вот разделительной восковой смазочкой. Вот она. Прям на нее набрызгала. И сверху, значит, покрыла все это силиконом. То есть сделала самодельный молд. Вот такой вот. Вот что у меня получилось. Из строительного силикона. Как сделать молды из строительного силикона своими руками, у меня есть на канале. Ссылочка на этот мастер-класс в описании под видео будет. Затем я заложила сюда вот такую вот самодельную глину, которую мы с вами делали. И, в общем-то, получилась вот такая ящерка. Я ее разукрасила и потом поместила на крышечку. Вот, немножко тут рассказала о декоре. Теперь на этой шкатулке, которую мы сегодня с вами будем делать, мы будем делать другой декор. Создавать другую шкатулочку. Значит, я уже приготовила ножки. Вот такие ножички у нас будут на шкатулке, рыбки. Я покупала молды вот такие 3D. Заливала сюда жидкий пластик. И, в общем-то, получала вот такие ножки. Так, значит, сделала 4 ножки. Далее, смотрите, перед тем, как приклеивать пластик, обязательно нужно вот здесь вот пошоркать поверхность. Потому что, когда мы ее только выливаем из пластика, она очень-очень гладкая. И клей долго ее не держит. Поэтому я взяла наждачкой вот так вот прошлась. Теперь у меня тут такая шершавая поверхность, и клей будет хорошо держаться. Все 4 ножки я так сделала. Теперь, ребятушки, обратите внимание, вот здесь я пошпаклевала, бока я пошпаклевала, дно я не шпаклевала, только покрасила. Объясню почему. Если мы ножки будем приклеивать на пошпаклеванную поверхность, наши ножки долго не продержатся, они отвалятся. Вот просто поверьте на слово. Поэтому лучше всего приклеивать вот на картон. Причем перед тем, как приклеивать эти ножки, мы сначала с вами сейчас весь декор наклеим, потом будем красить. Прежде чем приклеивать, вот я расставляю вот так вот, как они у меня будут. Отмечу карандашиком вот так вот. Ребят, и вот эти места, где я отметила, я тоже пошкурю. Чтобы у нас клей соприкасался непосредственно с бумагой и с пластиком. Все, смотрите, вот. Сейчас приклею ножки. Ребят, приклеивать можно на пластиковые ножки на клей-момент, вот резиновый, либо кристалл прозрачный, ну вот что-то из серии моментов. Вот. Я буду клеить, у меня еще был такой клей в тубе для пластика, но он закончился, к сожалению. Можно приклеивать на двухкомпонентный клей. Я вот на вот этот сейчас буду приклеивать, но тут нужна сноровка. То есть с этим клеем надо уметь работать, потому что он очень быстро схватывается и держит он намертво. То есть мы должны четко выставлять наши ножки, ну или какой-то декоративный элемент, который приклеиваем, зная, что мы выставим сразу ровненько. Если не получится, потом не отдерете. Ну все, ребятушки, приклеила все 4 ножички. Все.
Вот она. Так, теперь крышечку немножечко украсим. На крышку я хочу сделать вот такую розеточку наверх. Вот у меня была такая розетка, я сделала из нее молд и сделала пробничек. Можно, конечно, заложить в молд и самодельную глину, но у меня была уже готовая вот такая вот. Заливала я пластиком сюда. И вот эту вот готовую я сюда и приклею. Все, крышечку приклеили. Дальше. Сейчас вокруг крышки, вот здесь вот, сделаем красивые молдинги. Вот такие вот. У меня есть вот такой молд. Сюда мы с вами будем закладывать самодельную глину. Работать буду глиной из шпаклевки. Перед тем, как заложить в молд, пробрызгаю силиконовой смазкой. Тогда будет легко доставаться глина из молда, ничего не будет прилипать. Взяла кусочек, хорошо вымесила. Если слишком мягкий чувствуете, то чуть-чуть вот в сухой шпаклевке вот так вот обмакнула и вымесила, так чтобы пожестче был. Теперь закладываем. Все, выкладываем сюда на пластиковую папочку. Вот видите, хорошо достается, потому что силиконом обработанный. Вот что у нас получается. Так, ну что, готовы. Подветрились немножечко. Теперь приклеивать можно, я уже вам говорила, на клей-момент. Можно на ПВА, вот либо супер, либо столярный. А можно еще и на этот же клей, из которого мы с вами делали вот эти вот, вот эту самодельную глину. Обратите внимание, здесь у меня уже идет угол под 45 градусов. С этой стороны я тоже прям вот так вот на угол ложу ножик и отрезаю. Все, готово. Теперь эту сторону багет приклеиваем. Прям под углом вот так вот. И отрезаю лишнее. Теперь боковые. Сначала примеряем, ребят, угол. Угу. Так. Потом здесь примеряем угол. Также аккуратненько отрезаем. И теперь это все будем приклеивать. Все, готовы наши багетики. Теперь смотрите, приклеивать буду также на этот клей титан. Аккуратно палочкой распределять его. Только по углам я уже отрезать не буду. То есть я буду приклеивать, как оно есть. Вот аккуратненько вот так вот загибать и вести. Сейчас приклею. Тут уже ваше время занимать не буду, и так долгий мастер-класс. И покажу вам. Здесь наверху приклею и внизу тоже все стыки спрячу. Все, приклеила я наши багетики и по верху, и по низу.
Вот так мы с вами спрятали шовчик некрасивый. Теперь у нас все аккуратненько. Дальше будем украшать вот эти части, бока наши. У меня вот такой декоративный элемент, я делала из него молд. И, в общем-то, хочу выбрать вот эту часть только, вот эти вот, с одной стороны, с другой стороны. И вот так вот пустить вниз вот этот рисуночек, часть рисунка. Вот так вниз по углам все украшу. Соответственно, закладывать глину я буду. Сейчас мы посмотрим. Только вот в эту часть нашего молда. И во второй сразу заложу. Заложила. Теперь вытаскиваем. Теперь дам полежать, немножечко обветриться, буквально минуты 3-5, не больше. Иначе глина очень быстро засыхает, а нам надо приклеить ее, чтобы она эластичная была, чтобы она не трескалась, когда мы будем наклеивать ее на углы. Подстыла. Теперь будем приклеивать, ребят. Тут работаю кисточкой уже. Вот так вот. Что у нас получилось? Сейчас со всех 4 углов вот так вот приклею. Ну что, ребятушки, с углами закончили. Вот что у нас получилось. Вот так вот по углам у нас с вами получилось. Так, теперь будем оформлять переднюю часть и заднюю часть. Вот из такого декора возьму вот только вот эту часть, нижнюю, вот эту трогать не буду. Вот эту часть возьму. Сейчас заложу глину в молд и приклею вот сюда. Здесь и с задней стороны. Ну что, друзья, все. Вот впереди наклеила такой декор. Сзади. По бокам сделала такой декор. Вот что у нас с вами получилось. Теперь буду ее красить. Я хочу такой, знаете, темно-зеленый цвет. Я тут экспериментировала, разводила, краски разводила. Вот такой вот зеленый будет. Прям как малахитовая шкатулка. Вот такую хочу. Значит, сделала краску. Такую зелененькую. И теперь вот губочкой мы будем потихонечку прокрашивать все это дело. Там, где внутри рисуночек и не достает губочка, я работаю кисточкой. Вот таким образом сейчас все покрою. Вот эти вот части, где у меня декор, и все это впукло, я буду кисточкой забивать краску. А такие ровные поверхности я забью краску губкой. Итак, друзья, выкрасила я шкатулку. Вот такая вот зеленая. Но я вам изначально говорила, что я хочу сделать малахитовую шкатулку. То есть можно, конечно, оставить в таком цвете, просто зеленым, темным, да? Но мне захотелось сделать малахитовую шкатулку, и я вот здесь сделала имитацию малахита. Сейчас я вам поближе все это покажу.
Итак, друзья, поехали. Значит, для создания имитации малахита нам с вами понадобится вот белая краска акриловая, чуть-чуть, и зеленый колер. Капнула себе на крышечку здесь вот капельку белого цвета и колера зеленого. И сделала на несколько тонов светлее зеленый цвет. Дальше. Посмотрела в интернете, как выглядит малахит. Выглядит либо полосками, либо кругами. Вот сейчас мы круги будем создавать. Значит, тоненькая кисточка, губочка. С одной стороны она влажная, с другой стороны сухая. Обмакиваю вот так кисточку и рисую вот так тоненькую полосочку. Полукруг. Затем влажной стороной начинаю вот так вот, как немножечко растирать, растушевывать наш вот этот светлый зеленый цвет. Затем влажный, сухой, все это подтираю. Опять. Прорисовываю и начинаю сначала влажным кончиком губки растушевывать, затем сухим. Вот что у нас получается с вами. А с этой стороны мы с вами сделаем вот отсюда. Вот. Вот, ребятушки, что у нас с вами получается. Все это залакирую сейчас. Не обязательно прям ровный полукруг. Можно вот какими-то волнами немножко полукруг сделать. Так даже поинтереснее будет. Вот такое дно у нас с вами получилось. Теперь возьму акриловый лак. У меня вот такой вот. У вас может какой-то другой, это глянцевый. И покрою все это лаком. Ну что, ребятушки, лак наш подсох весь. Теперь приступаем к золочению вот нашего декора. Я буду золотить поталью. У меня вот такая вот поталь золотая. Можно акриловой золотой краской золотить, можно воском позолотить. У кого что есть. Но золотим только после того, как мы залакировали всю нашу поверхность. После золочения уже не лакируем. Акриловый лак, он как бы съедает блеск золота. Становится не такое блестящее золото, поэтому золотим после лакировки. Я чуть обмакиваю и начинаю слегка проходиться по нашему декору губочкой. Таким же образом слегка я прохожусь по нашим багетикам. Вот и сейчас так позолочу ножки, бока все эти. И потом мы с вами будем делать
серединку, внутренность. Внутренность я всегда оставляю напоследок, потому что пока декорируем, красим, если сделать изначально внутрянку нашей шкатулки, хватаешь пальчиками в краске, все это можно испачкать. Поэтому все это делаю в самую последнюю очередь, внутрянку. Ну, сейчас все, друзья, позолотила я. Вот что у нас с вами получилось. Вот такая вот шкатулочка. Так, теперь пришло время внутрянки. Я здесь уже вырезала из переплетного картона, можно из обычного гофрокартона. По размерам отмеряла длину и высоту. По 2 миллиметра убирала. Почему? Значит, сейчас будем обтягивать вот эти все наши бортики материалом. Вот по 2 миллиметра я убирала именно на обтяжку материала. Здесь тоже у нас вот будет обтянуто материалом. Все, сейчас все буду показывать. Здесь все вырезала. Дно вырезала по 2 миллиметра с каждой стороны, поменьше. Дно мы будем вставлять в последнюю очередь, когда здесь уже обтянутые бортики наши приклеим. Дно обклеим, и только потом мы его будем вставлять. Я буду внутри обтягивать вот таким бархатом зеленым. Вы можете с каким-то другим материалом обтянуть, какой у вас есть, какой вам больше нравится. Выкладываю вот так вот материал. На него прикладываю нашу заготовочку из картона. Где-то по полсантиметрика оставляю с бортов и отрезаю. И сейчас клеем пистолетом. Я буду все это приклеивать, натягивать вот сюда вот. Так, теперь с боков. Здесь лишнее вот так вот срезаю. Вот что у нас получилось. Теперь вот сюда мы это все приклеиваем. Готово. И таким же образом снимаю один бок, обклеиваю, вставляю, второй бок обклеиваю, вставляю эти, и в конце уже наше дно. Все то же самое. Ну что, мои хорошие, все, готова шкатулка наша. Вот такая красота у нас с вами получилась. Вот. Я вам покажу более подробно, вынесу на улицу на солнышко, чтобы вы увидели вот это вот переливание цветов, имитацию вот малахита. Очень здорово получилось. В комнате темно и не особо видно. Вот что у нас такая крышка. Вот она, зеленый бархат здесь. Внутри мы отделали все зеленым бархатом. Вот так вот. Вот. Значит, тут у нас еще одна заготовочка ждет своего часа. Эту заготовочку я сделала точно так же, как и эту. Работать мы с ней будем с вами в следующем видеоролике. Здесь мы будем ее украшать с помощью самодельной глины и своих ручек. Молды мы здесь применять не будем. Я хочу вам показать, как это можно сделать, как можно сделать красоту без вспомогательных элементов. Вот. Ну, в общем-то, все. Если вам понравился мастер-класс, если он был вам полезен, не забывайте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Впереди у нас очень много интересного. На Яндекс.Дзене у меня также канал. Ссылочка на этот канал, на Яндекс.Дзен, будет в описании под видео.
Ну а я буду с вами прощаться, готовиться к следующему мастер-классу, к нашему следующему уроку по этой шкатулке теперь. Всего доброго, мои хорошие, и до новых встреч!